У моего парня там дача на берегу озера. Нам еще нужны симпатичные девушки для компании. Парень мой будет с 2 друзьями. Как вы на это смотрите?» – спросила яркая рыжеволосая Алиса. «Если откажетесь, я других найду. Не упускайте свой шанс». Подруги сидели в скверике рядом с университетом. Была большая перемена. Девушки купили в ближайшем магазине перекусить и бутылку лимонада, чтобы запить обед. Впереди были еще 2 пары. Нужно было подкрепиться, чтобы выдержать этот марафон. Домой они вернулись поздно вечером, а там вообще даже съесть нечего, только чай с вареньем, вот и вся еда. На дворе светило весеннее солнышко. Предложение было неожиданным, но весьма заманчивым. Тем более, что подруги не собирались ехать в эти выходные домой к родителям, которые жили в районе, 60 километров от места их учебы. А почему бы и нет? Погода прекрасная, чего киснуть в душной комнате в общаге. «С нас что-то требуется?» – спросила Татьяна. «Да ничего, только ваше присутствие, веселое настроение», – вскрикнула радостная Алиса. «Я вам потом все конкретно скажу, где встречаемся и во сколько. А сейчас побежали, на лекцию опаздываем». И девушки, как стайка синичек, вспорхнули со скамейки и полетели через сквер навстречу знаниям. На лекции подруги перешептывались. «Может, зря согласились, ведь мы плохо ее знаем, а парней так и подавно», — говорила Маше осторожно Юля. «Да брось ты, вечно во всем подвох ищешь», — разозлилась на нее подруга. «А как в наше время потенциальных женихов искать, сидя дома взаперти, или ты думаешь, они сами тебя найдут? Прямо принц на белом коне к твоему окну в общежитие прискачет, на колено встанет и колечко на палец наденет. Нет, моя милая, счастье надо хватать за горло, а не падать ему на хвост. Так что никакие возражения не принимаются. Едем и точка», — сказала бойкая Маша. Юле после такой страстной тирады ничего не оставалось, как согласиться. Майский вечер был тихим и сонным. Облака окутали природу серыми сумерками. На озеро медленно опускалась ночь. Деревья в лесу тонули во мраке, лишь верхушки их были озарены желтым сиянием спускающегося за горизонт солнца. Юля шла по лесу и не помнила, сколько прошло времени, как она убежала из того большого загородного дома на озере, куда они с подружкой приехали с компанией к знакомым Анжелы. Темнота быстро сгущалась, лес погрузился в непроглядную тьму. Юля пробиралась в темноте сквозь густые заросли кустарников и деревьев. Колючие ветки деревьев больно хлестали ее по лицу. Закрывая лицо руками, она еле-еле медленно пробиралась сквозь заросли. Она надеялась выйти куда-нибудь из этого леса, хоть в какую-нибудь деревню или найти хотя бы какое-нибудь жилье. Нужно было срочно искать помощи. Судьба подруг, которые остались в этом проклятом доме, сильно ее волновали. Юля была очень напугана, она сильно устала, ноги плохо слушались. Девушка боялась, что ей сегодня придется ночевать прямо здесь, в лесу. Сердце ее сильно стучало, ноги не слушались и подкашивались. Юля решила наломать веток и сделать себе лежанку. Стала искать подходящие кусты, чтобы там укрыться на ночь, как вдруг в темноте увидела желтый огонек, мелькнувший между веток деревьев. Боже мой, как будто свет от фонарика. Люди, ну, наконец-то, подумала она. А вдруг это еще те самые? Конечно, они сами во всем виноваты, поехали в незнакомое место с малознакомыми парнями. И вот что из этого всего получилось. Юлия еще сильнее вжалась в куст, затаилась и стала ждать. Огонька больше не было видно, и она не знала, радоваться этому или огорчаться. Она вытянула ноги вперед, закрыла глаза и немного расслабилась. Вдруг что-то холодное и мокрое коснулось ее руки. Юля открыла глаза от неожиданности и чуть не закричала на весь лес. Она в ужасе еще сильнее забилась под куст. Рядом с ней горели 2 желтых огонька. Это были глаза хищника. Он был рядом. Да что там? Он коснулся своим холодным носом ее руки, он обнюхивал ее. Девушка решила, что это все, если не насильники до нее доберутся, то этот волчара ее сегодня точно сожрет.
но ничего не происходило. Волк по-прежнему просто сидел рядом и не предпринимал никаких попыток на нее напасть. Это было очень странно. Как такое может быть? Потом волк вдруг подошел к ней, стал тащить куда-то за край плаща, как будто приглашал последовать за ним. Юля плохо соображала, что происходит, спокойно поднялась и пошла за хищником. Вдруг вдали еле-еле загорелся какой-то огонек. Волк периодически останавливался, как будто ждал девушку. Она прибавила шаг, быстро пробираясь, не обращая внимания на то, что ветки деревьев царапают ей лицо и руки. Девушка еще ускорилась. Юля, не чувствуя сильной усталости, почти бежала, глядя на спасительный огонек. Уже подходя ближе, увидела сквозь стволы, ветви деревьев небольшую охотничью избушку. Подошла. Там через маленькое окошко было видно, что горит слабо огонек. Девушка остановилась, робко постучала в окно. Открылась дверь избушки, из нее вышел высокий парень. Увидев Юлию и волка, он заговорил. «Хантер, ты опять заблудившихся привел из леса». «Так это не волк, собака?» – переспросила Юля. «Самый настоящий волк. Не бойтесь, он ручной, не причинит вам зла, скорее наоборот». И парень жестом пригласил девушку зайти. Но Юля вдруг расплакалась. Она рассказала, что приехала в дом на озере с компанией своих подруг и 3 парней. Когда пьяные парни попытались устроить групповую оргию против воли девушек, Юле чудом удалось избежать. Но подруги остались там, и она не знает, что теперь с ними. Хорошо, что Хантер вас вовремя нашел и привел ко мне в избушку. Я местный егерь, какой-никакой представитель власти. Меня Иван зовут, рассказывал парень, снимая со стены ружье и одевая брезентовый плащ и сапоги. «Пошли», скомандовал он волку. «Знаю я этот дом на озере, туда часто местные мажоры компании привозят. Но правда до этого никто не жаловался на них. Вроде все тихо и мирно было, но погуляют немного, музыка громкая, танцы до утра, а так все без нарушений закона и порядка. А вы, Юля, оставайтесь здесь, не бойтесь, чай на столе. Мы с Хантером сами справимся с этими подонками». Юля, конечно, проголодалась, плутая по лесу, ей очень хотелось есть, и она сильно замерзла. На ней было всего лишь платье и легкий плащ, но оставаться здесь в неведении она была не согласна. «Я с вами пойду, не могу сидеть здесь одна, пока девочки там в опасности». Девушка была тверда в своем убеждении. Егерь даже не стал ей возражать. Через небольшой промежуток времени им удалось добраться до того самого зловещего дома. Увидев волка и большого человека с ружьем, парни оставили всяческие попытки к сопротивлению, дали себя крепко связать. Хантер схватил одного из них зубами за ширинку и крепко удерживал в таком положении, давая понять, что шутить с ним не стоит. Потом он лег рядом с ними, чтобы охранять, если вдруг попытаются сбежать. Девушек, избитых и полураздетых, Иван с Юлей нашли в подвале, мажор с дружками поместили их в холодный подвал, чтобы те стали сговорчивее. Но их планы нарушил волк, который вовремя нашел в лесу Юлю и привел в избушку егеря. Отдавали ли парни себе отчет в своих действиях? Скорее всего, нет. Были слишком пьяные, исследовали своим звериным инстинктом, а настоящий зверь оказался милосердней. В течение дня, когда насильники были переданы правоохранительным органам, а девушки освобождены, все собрались отправиться домой. Иван предложил Юле не уезжать, а все-таки позавтракать у него в избушке. Обещал быть галантным кавалером, волк положил голову Юли на колени и жалобно заскулил, глядя ей в глаза. «Хантер тебя тоже приглашает. Ему ты точно не сможешь отказать», — хитро улыбнулся Иван. В итоге Юля сообщила своим подругам, что остается жить с Иваном, ведь она уже встретила того самого своего принца, только не на белом коне, а на сером волке. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.